Всем привет! С вами Анна, и теперь точно никто не усомнится в том, что я волшебница, потому что сегодня я предлагаю связать самого изумительного, самого восхитительного и милого зайку Персика, который 100% цельно вязаный от кончика хвоста до кончиков ушей, ни одной пришивной детали. Мало того, на этого волшебного малыша у меня ушел всего один моток пряжи, которая в намотке 120 метров. Для тех, кто еще не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему общению, участвуйте в акциях и, конечно же, присылайте фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам. Ссылку на канал оставлю в комментарии под этим видео. А сейчас хочу обратить ваше внимание, что производитель указывает длину нити 120 метров, но мы знаем, что по факту бывает несколько метров плюс, но не всегда. И если вы не уверены в том, что в вашей ниточке 120 метров плюс, и к тому же вы вяжете не так плотно, как я, то рекомендую иметь на этого зайку чуть больше одного мотка пряжи. Мне хватило ниточки прям впритык. Рост нашего персика 16 сантиметров. Он схематично похож на моего солнечного зайчика, но с небольшими отличиями. А главное отличие в том, что он цельновязанный. Мы не будем ничего пришивать, будем только вязать и наслаждаться этим. Ну что, давайте уже скорее начнем вязать это волшебное очарование. Так как зайка волшебный, я буду использовать не обычную плюшевую пряжу, а пряжу с эстетичным и изысканным блеском благодаря добавлению люрекса в эту ниточку. Пряжа Himalaya Dolphin Star персикового цвета. Не знаю, передается ли этот блеск на камеру, но выглядит очень красиво. Крючок у меня будет 4,5. Глазки и носик я буду использовать с безопасным креплением. Соответственно, глазки диаметром 18 мм, ну а носик диаметром 10 мм. И начнем мы с вами вязание с деталей, которые будут ввязываться. Соответственно, это ушки, верхние и нижние лапки. Ну а хвостик мы будем вывязывать и займемся им позднее. Начнем мы с вами вот с такого ушка. И хочу сразу обратить ваше внимание, что эту красоту мы будем вязать, в отличие от всего остального зайки, полустолбиками с накидом. Берем рабочую нить, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. То есть в каждую петлю провязываем, а сейчас внимание, по 2 полустолбика с накидом. В результате получим 12 петель. Накид. 1, накид в эту же петлю. 2, связали первую прибавку. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем колечко, выворачиваем. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Вы можете отметить первую петлю ряда, не принципиальный момент, кому как удобно. И начинаем с вами вязать третий ряд. Вяжем его следующим образом. 2 полустолбика с накидом прибавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза. У нас в результате образуется 16 петель. 1, 2, первая прибавка,
Раз. Два. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 2 раза, и мы увидимся на 4-м ряду. В 4-м ряду нам с вами нужно 4 раза повторить следующую комбинацию. 3 полустолбика с накидом прибавка, и у нас уже образуется 20 петель. Раз. Два. Три. Первая прибавка. Раз. Два. Три. Вторая прибавка. Вы делаете так еще 2 раза и до встречи на 5-м ряду. 5-й ряд вяжем так. 4 полустолбика с накидом прибавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза. В результате получаем 24 петли. Раз. Два. Три. 4. Первая прибавка. Раз. Два. Три. 4. Что-то сыпется и сыпется. Так нормально она не сыпется. Нитка, я имею в виду, что сейчас. Вторая прибавка. Отвлекает и отвлекает. Вы так делаете еще 2 раза и до встречи на 6-м ряду. Довязали до конца 5-й ряд, 6-й вяжете самостоятельно, просто 24 полустолбика с накидом, и мы уже с вами увидимся на 7-м ряду. Закончили вязать 6-й ряд, а 7-й вяжем следующим образом. 5 полустолбиков с накидом прибавка, повторяем комбинацию 4 раза, у нас образуется 28 петель. Раз, два, три, 4, 5, первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 2 раза, и мы уже с вами встретимся на 8-м ряду. Мы с вами закончили вязать 7-й ряд, а теперь самостоятельно с 8 по 12 ряд включительно, это соответственно 5 рядов, вяжем по 28 полустолбиков с накидом в каждом ряду, ну и до встречи на 13 ряду. Связали 12 рядов, вот такая красота получилась, и приступаем к 13 ряду. Вяжем его так. 5 полустолбиков с накидом убавка, повторяем эту комбинацию 4 раза и получаем 24 петли. Раз, два, три, 4, 5, первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая убавка. Вы делаете так еще 2 раза и до встречи на 14 ряду.
14 ряд вяжите самостоятельно 24 полустолбика с накидом и увидимся на 15 ряду. Довязали до конца 14 ряд, а в 15 ряду нам необходимо 4 раза повторить следующую комбинацию. 4 полустолбика с накидом, убавка, в результате у нас образуется 20 петель. Раз, два, три, четыре. Первая убавка. Раз, два, три, четыре. Вторая убавка. Вы делаете так еще 2 раза и до встречи на 16 ряду. А 16 ряд мы вяжем следующим образом. 3 полустолбика с накидом, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и получаем 16 петель. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 2 раза и увидимся на 17 ряду. Закончили вязать 16 ряд, а 17 вяжем так. 2 полустолбика с накидом, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и уже получаем 12 петель. Раз, два. Первая убавка. Раз, два. Вторая убавка. Вы делаете так еще 2 раза и до встречи на 18 ряду. 17 ряд довязали до конца. 18 вяжем так. 1 полустолбик с накидом, убавка. Повторяем комбинацию 4 раза и у нас уже образуется 8 петель. Раз, первая убавка. Так, раз и вторая убавка. Вам так сделать еще 2 раза и увидимся на 19 ряду. Довязали до конца 18 ряд, мы практически связали наше ушко. 19 рядом мы будем закрывать эту деталь. У нас по периметру 8 петель, соответственно, мы будем закрывать ушко, провязывая 4 столбика без накида. Еще раз обращаю внимание, закрывать будем столбиками без накида. Будем захватывать петлю на передней стеночке ушка и петлю на задней стеночке ушка. Захватили и вяжем столбик без накида. Раз, передняя стеночка, задняя стеночка. Иди сюда, ниточка. 2, передняя стеночка, задняя стеночка. 3 и наша последняя боковая петля. 4. Все. Отрываем, отрезаем ниточку, оставив совсем небольшой кончик, так как мы знаем, да, мы ушки будем ввязывать. Делаем закрепительный узелок. Так, пушистики полетели.
Вот такое красивое ушко мы связали с вами вместе. Вам еще связать одно. Ну а мы сейчас будем вязать верхнюю лапку. И выглядеть она будет вот так. Вот такая лапуля. Берем рабочую нить, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. В результате образуется 12 петель. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем колечко, выворачиваем, насколько это возможно, и продолжаем. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Так, 2 ряда связали. Теперь самостоятельно 3-й, 4-й ряд провязывайте по 12 столбиков без накида и до встречи на 5-м ряду. Связали у лапки 4 ряда и приступаем к вязанию 5-го. Вяжем его так: 4 столбика без накида, убавка, повторяем комбинацию 2 раза, в результате получаем 10 петель. 1, 2, 3, 4, первая убавка. 1, 2, 3, 4, вторая убавка. А теперь самостоятельно 6-й ряд, просто 10 столбиков без накида провязываем и до встречи уже на 7-м ряду. Связали у лапки 6 рядов. Перед началом вязания 7-го ряда набейте ее синтепухом. И приступаем к 7-му ряду. Вяжем его так: 3 столбика без накида, убавка, повторяем комбинацию 2 раза, получаем 8 петель. 1, 2, 3, первая убавка. 1, 2, 3, вторая убавка. Лапки быстро вяжутся, видите? Все с вами вяжу, практически все вместе делаем. Так. Ну, а, собственно, нам уже маркер и не нужен. Все, мы практически лапку довязали. Нам осталось 8-м рядом просто закрыть эту деталь. По периметру у нас 8 петель. Соответственно, будем захватывать за переднюю, за заднюю стеночку и провязывать 4 столбика без накида. Захватываем за переднюю стеночку и за заднюю. Так, видно вам? Передняя, задняя захватили. 1, передняя, задняя захватили. 2, передняя, задняя. 3,
и боковая 4. Все, отрываем, отрезаем, кому как удобно, ниточку. Оставив небольшой кончик, да, лапки мы ввязываем. Делаем закрепительный узелок. Так. Соответственно, я связала уже 2 лапки. Вы подобным же образом вяжете еще одну. Ну, а мы приступаем к вязанию вот такой симпатичной нижней лапки. Начинаем все так же с кольца амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам с вами необходимо сделать 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. В результате получим 12 петель. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем колечко, выворачиваем. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И вяжем третий ряд. Вяжем его следующим образом. 5 столбиков без накида прибавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза. В результате получаем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первая прибавка. Вы делаете так еще один раз, и мы увидимся на 4 ряду. Довязали до конца 3 ряд, 4 вяжете самостоятельно, просто 14 столбиков без накида, и до встречи на 5 ряду. А в 5 ряду нам с вами необходимо 2 раза повторить следующую комбинацию. 5 столбиков без накида убавка, в результате получим 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. Вы делаете так еще один раз, и до встречи на 6 ряду. 5 ряд довязали, а 6 вяжем так: 4 столбика без накида убавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза и получаем 10 петель. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. Вам сделать так еще один раз, и до встречи на 7 ряду. Довязали до конца 6 ряд. Сейчас набивайте лапку синтепухом, потому что мы уже будем ее закрывать. Провязывая за переднюю и заднюю стеночку 5 столбиков без накида, потому что по периметру у нас, соответственно, 10 петель. Захватываем за переднюю и за заднюю стеночку. 1, передняя, задняя стеночка. 2, передняя, задняя. 3, 4 и боковая петля 5. Отрезаем, отрываем, оставив небольшой кончик. Лапки мы будем с вами ввязывать. Делаем закрепительный узелок.
Ну, конечно, у меня уже готовы 2 лапки. Вы вяжете подобным же образом еще одну, ну а мы сейчас уже приступаем к вязанию тельца, головки, то есть непосредственно уже самого малыша. Берем нить, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. В результате получаем 12 петель. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем наше колечко. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И вяжем уже с вами 3-й ряд. Вяжем его так: столбик без накида, прибавка, повторяем эту комбинацию 6 раз, в результате получаем 18 петель. Столбик без накида, первая прибавка, столбик без накида, вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза и до встречи на 4-м ряду. 3 ряда связали, а в 4-м ряду нам необходимо 6 раз повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида, прибавка, и мы получим с вами уже 24 петли. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и уже увидимся на 5-м ряду. 4 ряда связали, ну а 5-й вяжем так: 3 столбика без накида, прибавка, повторяем эту комбинацию 6 раз и у нас образуется 30 петель. 1, 2, 3, первая прибавка. 1, 2, 3, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 6-м ряду. 5 рядов связали. В 6-м ряду у нас сохраняется 30 петель по периметру, но в этом ряду мы уже вяжем нижние лапки и создадим отверстие, из которого будем в дальнейшем вывязывать хвостик. Берем лапки и сразу хочу обратить ваше внимание: для симметрии рекомендую, вы можете делать как хотите, либо ввязывайте узелками вперед 2 лапки, либо узелками назад, чтобы они смотрелись красиво и симметрично. Я буду ввязывать узелками вперед. Соответственно, сейчас я буду провязывать 5 столбиков без накида, захватывая за петли на лапке и за петли на тельце зайки. Захватываем петлю на лапке, петлю на тельце. Первый столбик без накида, петлю на лапке, на тельце, второй, лапка, тельце, третий, лапка, тельце, четвертый и лапка, тельце, пятый.
Дальше по ряду просто вяжем 6 столбиков без накида. При этом будем обвязывать вот этот кончик нити от лапки, чтобы он нам не мешал, не вылезал. Раз, два, три, 4, 5. Кончик нити можно отпустить. И 6. Так, ниточку немножко затягиваем, чтобы лапка встала на место. Далее мы с вами берем вторую лапку и также узелком вперед я ее буду ввязывать. Захватывать будем за петлю на лапке, за петлю на тельце и еще сразу будем обвязывать вот этот кончик нити. Лапка, тельце, хвостик. Раз, лапка, тельце, хвостик. Два, лапка, тельце, хвостик. 3, 4 и 5. Снова немножко тянем за хвостик, за кончик нити и любуемся. Вот так он будет сидеть, наша очаровашка, вот с такими лапочками. Мои любимые моменты начинаются. Так, что мы с вами делаем дальше? Далее по ряду просто вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. И сейчас мы будем создавать отверстие для хвостика. Для этого набираем 2 воздушные петли. Раз, два. По нашему ряду пропускаем 2 воздушные петли и ввязываем в третью. Раз, два, пропустили, ввязываем сюда. Раз, два, 3, 4, 5 и 6, последняя петля ряда. 6. Это мы с вами закончили вязать 6-й ряд. Смотрите, вот здесь мы вывяжем хвостик в этом отверстии. Так, как мы с вами сделали, да? Всегда напоминаю, вдруг кто-то сбился или с первого раза не понял. По 6-му ряду сначала 5 столбиков без накида с лапкой. Далее просто 6 столбиков без накида. Далее снова 5 столбиков без накида с лапкой. Дальше 6 столбиков без накида просто. Создаем отверстие из 2 воздушных петель, пропустив 2 петли по ряду. Ввязываем петлю, соответственно, в третью, да, после пропущенных, и довязываем ряд до конца. То есть у нас здесь тоже 6 петель мы провязали. 30 столбиков сохранилось, 30 петель. Сейчас самостоятельно 7 и 8 ряд вяжете по 30 столбиков без накида в каждом ряду, и уже увидимся на 9 ряду. Так, сейчас вам покажу вот это место в 7 ряду, да, где мы с вами создавали цепочку из воздушных петель. Но это громко сказано, 2 воздушные петли делали. Ничего сложного. Значит, я провязала, получается, по 7 ряду 22 петли, да, дошла до этого места. И мы просто провязываем также столбики без накида, просто захватывая за полупетли в этом месте. Раз. Так, раз. И вторую. И 2. Все, и оставшиеся 6 столбиков без накида до конца ряда. Все, отверстие у нас сохранилось. Все, это вы сейчас довяжете 7 ряд. Все, я вам показала, а то думаю, вдруг кто-то не справится. Еще вяжете 8 и уже точно до встречи на 9 ряду. 8 рядов связали наши лапули. И приступаем к вязанию 9 ряда. Вяжем его так. 3 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. В результате получаем 24 петли.
Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 10 ряду. 9 ряд довязали до конца, а в 10 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида убавка, и у нас образуется 18 петель. Раз, два, первая убавка. Раз, два, вторая убавка. Вам сделать так еще 4 раза и увидимся на 11 ряду. Довязали до конца 10 ряд. Такой пузатик у нас получается. 11 ряд вяжете самостоятельно просто 18 столбиков без накида. И до встречи на 12 ряду. Закончили с вами вязать 11 ряд. В 12 сохраняются все те же 18 петель, но в 12 ряду мы уже будем ввязывать верхние лапки. Берем наши лапки и сразу по ряду мы начнем ввязывать лапку, то есть провяжем 4 столбика без накида, захватывая за петлю на лапке и петлю на тельце. Так, петля на лапке захватили и петля на тельце. Раз, петля на лапке, петля на тельце. 2 на лапке, на тельце. 3 и на лапке, на тельце. 4. Далее по ряду мы вяжем просто 3 столбика без накида. При этом, как вы уже догадались, обвязываем вот этот хвостик от нашей лапки. 3 столбика без накида вместе с хвостиком. Раз, 2 и 3. Затягиваем хвостик, узелочек становится на место. Все. И берем уже вторую лапку. Точно так же провязываем 4 столбика без накида, захватывая петли на лапке и на тельце зайки. Но здесь мы сразу еще с вами обвязываем хвостик. Так. Петля на лапке, петля на тельце и кончик нити. Так. Раз, петля на лапке, петля на тельце, кончик нити. 2 на лапке, на тельце, кончик нити. 3, лапка, тельце, кончик нити. 4. Затягиваем. Все, у нас встали наши лапочки на место. Довязываем оставшиеся 7 столбиков без накида по ряду и встречаемся уже на 13 ряду. Довязали оставшиеся 7 столбиков без накида по 12 ряду. Любуемся нашей красотой. Вы смотрите, какой хорошенький уже. Уже милый-милый, нежный-нежный, пузатенький-пузатенький. Так, на всякий случай, как всегда напоминаю, если по моей схеме у вас лапки располагаются несимметрично, да, например, у вас сместился конец ряда, да, что вы делаете? Ввязываете верхние лапки симметрично нижних. То есть смотрите, чтобы все было красиво, чтобы верхние смотрелись красиво относительно нижних. Все.
А мы с вами ввязывали как? Сначала по ряду провязали 4 столбика без накида с лапкой, далее просто 3 столбика без накида, далее 4 столбика без накида с лапкой снова и оставшиеся 7 столбиков без накида. Тем самым у нас сохранились 18 петель. Все, с 12 рядом закончили. И вяжем 13. Вяжем следующим образом. Столбик без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. В результате получаем 12 петель. Но полюбоваться обязательно, обязательно. А как? Как иначе? Так. Столбик без накида. Первая убавка. Столбик без накида, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 14 ряду. А в 14 ряду нам с вами необходимо сделать 12 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. И в результате получим 24 петли. Раз, сюда же 2, первая прибавка. Раз, сюда же 2, вторая прибавка. Вам еще сделать 10 прибавок и уже увидимся на 15 ряду. Закончили ряд со сплошными прибавками, а в 15 ряду нам с вами 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 3 столбика без накида, прибавка. В результате у нас образуется 30 петель. Раз, два, три, первая прибавка. Вяжите внимательно, петли расположены близко друг к другу, чтобы не пропустить. Раз, два, три, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 16 ряду. Закончили вязать 15 ряд, теперь самостоятельно 16 и 17 ряд. Вяжем по 30 столбиков без накида в каждом ряду и до встречи на 18 ряду. Связали 17 рядов у малыша и приступаем к вязанию 18. Вяжем его так: 4 столбика без накида, прибавка, повторяем комбинацию 6 раз, в результате образуется 36 петель. Раз, два, три, 4, первая прибавка. Раз, два, три, 4, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 19 ряду. Довязали до конца 18 ряд. Теперь самостоятельно с 19 по 22 ряд включительно. Это, соответственно, 4 ряда. Вяжем по 36 столбиков без накидов в каждом ряду. Ну и до встречи на 23 ряду. Связали 22 ряда у зайки. На данном этапе предлагаю оставить пока головку малыша в покое, а заняться хвостиком. Вот так я его украсила маркерами. Вот такая красота получилась. Так как отверстие маленькое, чтобы было вам видно и понятно, вот так все сделала. Предлагаю связать хвостик, взяв кончик нити из середины мотка. Середина мотка — это громко сказано, там уже осталось совсем немного нити. Ну, в общем, с противоположной стороны ниточку берем и все. Так, смотрите, у нас внизу 2 петли, наверху 2 полупетли. Получается 4 по периметру. Но я бы хотела сформировать 6 петель в первом ряду. Для этого мы с вами просто захватим вот здесь сбоку, сформируем петлю. И с этой стороны также захватим сбоку ниточку, сформируем петлю. Смотрите, вводим крючок под первую петлю, которую мы оставляли для хвостика. Захватываем нить. И будем вязать, обвязывая вот этот кончик нити. Далее
вводим крючок под вторую петлю. Так, кончик нити сюда и провязываем первый столбик без накида. Далее нам с вами надо сформировать петлю, которой нет. Так, 2 провязали. Теперь вводим крючок вот здесь сбоку, чтобы мы просто сформировали с вами петлю. Боковиночку захватили и при этом обвязываем кончик нити. Это мы с вами связали второй столбик без накида. Теперь нам надо ввести крючок вот под эти полупетли, под первую полупетлю. Прям оттягиваем, не стесняемся. Так, наш вот этот кончик нити. Немножечко неудобно, но это первый ряд только. Сейчас. Но все-таки, мне кажется, с маркерами лучше. Это мы с вами вяжем третий столбик без накида. Вводим крючок под вторую полупетлю. Это будет 4-й столбик без накида. Также сбоку, все, можно уже этот кончик нити не обвязывать, он никуда не денется. 4-й. Так, также сбоку сейчас формируем с вами маркер уберем. Так, какой-то мне тут уже мешается немножко. Мы его можем убрать. Да, в принципе, он уже не нужен. Так, сбоку формируем, получается, 5-й. Столбик без накида. И помните, мы с вами начинали вязать, да, с того, что вытягивали ниточку из первой петли, но мы туда ничего не провязали, да, то есть у нас просто нить там была вытянута. Соответственно, это будет у нас 6-й столбик без накида. В эту петлю мы с вами приходим. Сейчас. Вот сюда. Потому что мы здесь просто вытягивали ниточку. И 6-й. Все. 6 петель мы с вами сформировали. Убираем все эти маркеры. И просто теперь вторым рядом вяжете 6 столбиков без накида. Сейчас вот эту ниточку потом спрячу туда внутрь. 6 столбиков без накида провязываем и встречаемся. Связали второй ряд у хвостика, и, собственно, он у нас уже готов. Осталось закрыть вот это отверстие. Что мы делаем? Отрезаем, отрываем ниточку, оставив небольшой такой кончик, которым стянем все петли. Делаем закрепительный узелок. Берем иглу с большим ушком, вставлю нить не на камеру и просто будем собирать все петли, не затягиваем. Собрали все петли, и сейчас можно затянуть. Затягиваем посильней. Все. Наш кукуська-пупуська готов. Затянули. Прячем ниточку
Так, давайте, наверное, сделаем закрепительный еще узелок. Все равно. Вот здесь у нас как раз тут. Я думаю, так, конечно, не распустится, но для надежности. Делаем закрепительный узелок. И уже прячем ниточку в вязание. Подтягиваем. И любуемся. Можно иголочкой поправить, если что-то там не нравится. Чтобы все было ровненько и аккуратненько. Ну, смотрите, какая милота. Какой классный, аккуратненький хвостик получился. И мы его с вами не пришивали. Мы его с вами связали. Ну, красота! А теперь возвращаемся к вязанию головки зайки. И мы с вами уже вяжем 23 ряд. Вяжем его следующим образом. 4 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас образуется 30 петель. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Раз, два, три, 4. Вторая убавка. Вам повторить комбинацию эту еще 4 раза, и мы уже увидимся на 24 ряду. Довязали до конца 23 ряд. 24 и 25 вяжите самостоятельно, просто 30 столбиков без накида в каждом ряду. И до встречи на 26 ряду. 25 рядов связали у зайки. Приступаем к вязанию 26 ряда. Вяжем его так. 3 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. В результате получаем 24 петли. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи уже на 27 ряду. Мы с вами связали у зайки 26 рядов. И сейчас самое время вставить глазки и носик, как это сделала я. Отсчитываем от ряда со сплошными прибавками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Глазки я вставила между 7 и 8 рядами. Соответственно, носик между 6 и 7. Вы вставляете либо как я, либо как нравится вам, но рекомендую после того, как вы примерите, обязательно сделайте вот так и посмотрите, нравится ли вам, как они вставлены, вот в таком положении, потому что обязательно будем утягивать. И только после этого уже закрепляйте заглушки. Все, вставляйте, набивайте. Ну а сейчас самое интересное. Сейчас мы приступаем к вязанию 27 ряда. В нем необходимо 6 раз повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида убавка. В результате получим 18 петель, но это еще не все. В этом ряду мы будем ввязывать ушки. Это новое, интересно. Не сколько сложно, сколько нужно просто быть внимательны и не забывать сохранять схему. Все покажу, и обязательно вы справитесь. Так, сначала по ряду вяжем 2 столбика без накида. Как по схеме идет, так и идет. 1, 2. Далее у нас идет с вами убавка. И эту убавку мы уже будем делать вместе с ушком. То есть ввязывать и ушко, и делать убавку. Что мы с вами делаем? Подхватываем петлю на ушке. У нас 4 петли, да? Вы помните, нам 4 петли провязать. Подхватываем петлю на ушке. Далее делаем убавку на головке. И провязываем их вместе. Столбик без накида. Дальше у нас с вами по схеме просто 2 столбика без накида. Соответственно, захватываем петлю на ушке, петлю на головке
Вяжем 1 и 2. Далее у нас с вами по схеме идет убавка. И осталась 1 петля на ушке. Значит, мы делаем убавку также с ушком. Подхватываем петлю на ушке, делаем убавку на головке и все вместе провязываем. Первое ушко мы с вами ввязали. Далее нам с вами нужно по схеме связать 2 столбика без накида. Мы их просто вяжем и, соответственно, обвязываем кончик нити от ушка. 1 и 2. Немножко можно подзатянуть. Так, провязали. Дальше у нас по схеме с вами просто убавка, и мы ее делаем. Так, хвостик. Куда-то я его не туда. Он, наверное, с убавкой мне не провяжется. Ладно. Убавка. Дальше у нас с вами по схеме снова 2 столбика без накида. Так, хвостик можно уже оставить в покое. 1 и 2. Далее у нас идет снова убавка. И мы уже берем второе ушко. Захватываем петлю на ушке и делаем на головке убавку. Еще у нас есть хвостик. И провязываем все вместе. Провязали. Сделали убавку. Дальше у нас 2 столбика без накида просто по схеме, да, мы их вместе с ушком вяжем. Просто подхватываем петлю на ушке, на головке. Так, этот хвостик убираем, чтобы не запутаться. 1 и 2. Провязали. И у нас осталась еще петля на ушке. Но по схеме у нас уже идет убавка. Мы ее делаем с ушком. Захватываем петлю на ушке. Делаем убавку на головке. И провязываем вместе столбик без накида. Ушко ввязали. И у нас с вами по схеме осталось еще провязать 2 столбика без накида. Давайте вместе. 1, 2. И сделать убавку. И мы ее сейчас сделаем. То есть схема у нас с вами сохранилась. Ушки ввязались. Сейчас будем смотреть, как они у нас ввязались. Что у нас там за чудо получилось. Так. Подцепила. Угу. Так. И смотрим. И тадам. И тадам. Смотрите, ушки, мне кажется, ввязались симметрично. Так, сделаем утяжечку. Смотрите, мне кажется, очень красиво смотрится. Подтянем наши вот эти кончики нитей. Туда их спрячем. Здесь тоже подтянем, спрячем. Так. Смотрим сверху, как у нас все это выглядит. Симметрично или нет. Мне нравится. Мне нравится, как они ввязались. Мне кажется, максимально на том месте, максимально красиво на том месте, где они будут прям хорошо смотреться. Плюс схема. Так, довязали. Все понятно было, да, надеюсь? Ну, давайте быстренько пробежим, как сделали. Значит, схему мы знаем, да? 2 столбика без накида, убавка. Вяжем 27 ряд. Мы сначала с вами 2 столбика без накида провязали просто, сделали убавку с ушком, потом 2 столбика без накида с ушком и еще убавку с ушком. Дальше мы снова просто провязали 2 столбика без накида, сделали убавку, снова 2 столбика без накида. И следующая убавка у нас уже была с ушком, потом просто 2 столбика без накида, потом убавка с ушком и оставшиеся довязали петли до конца ряда, сделав, значит, 2 столбика без накида и убавка. Все, 18 получили.
ушки ввязали, себя похвалили, какие мы молодцы. Если вдруг у вас сместился ряд, да, и по моей схеме ушки вязались некрасиво, по такому же принципу вы видели, да, как мы провязываем вместе с убавкой. Просто примерьте, где ушки будут красиво у вас смотреться, и вяжите по своей схеме. Еще раз говорю, убавки я показала. Это самое такое место, где может быть непонятно, как вязать ушки. Все, 27 ряд молодцы сделали. Приступаем к вязанию 28 ряда. Вяжем так: столбик без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз, получаем 12 петель. Все самое такое, ну, как сказать, несложно, а самое интересное в плане того, что мы раньше не делали, мы с вами сделали. Нам осталось совсем чуть-чуть. Так, вяжем столбик без накида. Первая убавка. Столбик без накида. Вторая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза и уже увидимся на 29 ряду. Закончили вязать 28 ряд. В 29 нам надо сделать 6 убавок, и у нас останется всего 6 петель. Первая убавка. Вторая убавка. Вам сделать еще 4 убавки и встречаемся. Мы с вами закончили вязать 29 ряд. Все, осталось совсем маленькое отверстие, которое мы сейчас будем закрывать. Маркер я убрала, он уже не нужен. Нам надо в первую петлю следующего ряда просто сделать соединительный столбик. И далее отрезаем, отрываем ниточку, оставив кончик, чтобы этой нитью закрыть головку. Я уже ничего отрезать, отрывать не буду. У меня, в общем-то, моток закончился. Прям я волновалась, но все, хватило ниточки. Вытягиваем нить. Берем иглу с большим ушком. Сейчас вставлю не на камеру. Вставила нить в иголку. И просто собираем оставшиеся петли. Не затягиваем, чтобы петли не потерять. Собрали петли, и теперь можно затянуть. Затягиваем, делаем закрепительный узелок. Так. И прячем ниточку в вязание. Так, убираем все пушинки, все убрали. И смотрите, какая милота и красота. Мы сейчас утянем с вами глазки, и это будет невероятный малыш. Не могу я ушки вот так. Но он сейчас такой смешной кукуська. А сформируем мордочку, утянем глазки, это будет что-то. Все, сейчас покажу, как будем утягивать. Для утяжки глаз нам понадобится длинная игла и двойная швейная нить. Что мы делаем? Вводим иглу под глазиком. Находим ряд, где мы делали сплошные прибавки. Сюда вводим иглу, а выводим не под этим глазом, а под противоположным, а именно с наружной стороны внизу глазика. То есть вот здесь. Вывели. Вводим обратно, также внизу глаза, но с внутренней стороны, вот здесь. Вводим иголочку и выводим ее близко к тому месту, где вводили.
Видите, я не всю нить вытянула, оставила кончик нити, мы будем ей перевязывать, делать узелочки. Выводим вот здесь, близко к тому месту, где вводили. Вывели. И делаем вот так. Утягиваем наш глазик и завязываем здесь несколько узелков. Сейчас завяжу не на камеру, и мы продолжим. Один глазик уже утянули. Точно так же утягиваем второй. Под утянутым глазом ориентируемся все на тот же ряд со сплошными прибавками. Вводим иглу, выводим ее с наружной стороны противоположного глаза, вот здесь, внизу с наружной стороны противоположного глаза. А вводим обратно внизу с внутренней стороны этого глазика и выводим близко к тому месту, где вводили. Так, вводим, затягиваем и завязываем узелочки. Сейчас завяжу и снова к вам вернусь. Он уже невероятно хорошенький, я завязала несколько узелков, но это еще не вся утяжка, не весь процесс. Сейчас показываю, как убираем ниточку. Очень просто. Вводим иглу. И вот этот второй кончик в это же ушко вставляем не до конца. И выводим и отрезаем. Так, сейчас ушки под глазки, чтобы не покорябались. Так. И сейчас готовим еще нить, но более длинную. То есть 2 длины того, как мы утягивали каждый глазик. Подготовила нить подлинней, просто чтобы мы одной нитью сделали утяжку сразу 2 глазиков. Так, переворачиваем малыша. Сейчас ушки вот так подстелим. Находим все тот же ряд со сплошными прибавками. Вот эту нашу шею, да, серединочку. Находим серединочку. Так, и теперь нам с вами надо вывести иглу, не принципиально у какого глазика, сверху внутренней стороны любого из глаз. Я вот здесь выведу. Вывели здесь, а выводим вверху с наружной стороны этого глазика. И возвращаем иголку к тому месту, где мы ее вводили. И смотрите, какой эффект сейчас у нас должен получиться. Вот так сейчас очаровательно утянется глазик. Я сейчас завяжу снова не на камеру и снова к вам вернусь. Завязала. Но вы помните, да, что мы всю нить не вытягиваем, оставляем кончик нити и им мы как раз перевязываем, да, делаем узелки. Вот так мы утянули этот глаз. Соответственно, сейчас нам с вами нужно снова сюда же мы вводим иголочку, а выводим с внутренней верхней стороны другого глазика, да, который мы еще с вами не утянули. Вот здесь. Уже тот хвостик у нас не утянется, он завязан, ниточки хватает. Думаю, у вас, у меня хватает. Все четко рассчитала. Так, и выводим сюда же, да? И сейчас натянем. И вуаля. Ой, и вот такой малыш сейчас получится. Так, все, завязываю, вы тоже. И увидимся. Это ли не волшебство? Это ли не самый сладкий и милый персик во всем мире?
Такой он клевый получился, такой невероятный. Я надеюсь, что у вас тоже получился этот зайка. Ну что, до новых встреч и пока-пока!